Всем привет! Мы с вами сегодня продолжаем вязать клоуна. В первой части мы связали ему ручки и связали ему также ножки. Сейчас будем вязать продолжение. Вот такое у него идет туловище. Получается цельновязанное. Из ножек будем вывязывать туловище и ввязывать ручки. Вот так оно смотрится сзади. Так, продолжаем вязать ножку. Связали мы вторую. Остановились на том, что на первой ножке мы связали 13 столбиков без накида и перешли на эту сторону. А на второй ножке я провязала 4 столбика без накида. То есть складываем ножку у нас ровненько. Обратите внимание, что вязание на второй ножке заканчивается с этой стороны, а на первой ножке наоборот, оно заканчивается с другой стороны. И продолжаем вязание. Набираем 4 воздушные петли. Это уже будем соединять ножки между собой. Так, первая воздушная петля, вторая, третья и четвертая. Далее берем вторую ножку и присоединяемся, но не в соединительную петлю, а в последний столбик. Это у нас был 13-й, вот он. Присоединяемся сразу столбиком без накида. Это получается уже первый. Всего нам нужно провязать 21 столбик по ножке. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так, 19 провязала, 20 столбик и 21. Закончили вязать по одной ноге. Теперь нам с вами нужно провязать один столбик между цепочкой и последним вот этим столбиком. Вот здесь. Провязываем один столбик. Теперь провязываем 4 столбика по цепочке. Захватываем одну полупетельку. Так, второй. Третий. И остается еще один по цепочке столбик, четвертый. Дальше снова мы провязываем один столбик между первой петлей начальной и последней. То есть вот сюда провязываем столбик без накида. И снова вяжем 21 столбик по ноге. Первый. Второй, третий. Так, я провязала 19, 20 столбик и 21. Теперь нам остается с вами провязать 4 столбика по петлям цепочки из воздушных петель. Так, первый столбик. Второй, третий и четвертый. Закончили вязать первый ряд. В итоге у нас в первом ряду должно получиться 52 столбика. Следующий ряд мы с вами провяжем 37 столбиков без накида, и с этого места у нас начнется новое начало ряда. Мы это сделаем для того, чтобы смена цвета проходила у нас под ручкой. Потому что если оставим сейчас как есть, вот здесь у нас ряд закончился, то цвет будет меняться спереди, а это некрасиво. Мы его сейчас с помощью 37 столбиков перенесем под ручку. Провязываем 37 столбиков, отмечаем это место
с этого места будет новое начало ряда. Провязали, и вот давайте покажу вам подробно, что у нас получилось. Так, начало ряда переместилось на боковую часть. Вот так выглядят ножки. Здесь у нас была с вами цепочка из воздушных петель и получается столбики без накида. Один ряд. Продолжаем вязание. Вяжем дальше 31 ряд. Провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Далее провязываем прибавку. Теперь мы вяжем 2 столбика без накида прибавка и так повторяем 3 раза. Вяжем первый столбик, второй и прибавка. Второй раз вяжем первый столбик, второй и прибавка. И еще один третий раз мы провязываем первый столбик, второй и провязываем прибавку. Получается, прибавки располагаются у нас ровно спереди. Дальше нам нужно провязать 18 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик. Далее мы провязываем прибавку. Четыре столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и снова провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Закончили вязать 31 ряд. Далее вяжем 32 ряд. Провязываем прибавку. Далее провяжите 29 столбиков.
Провязали, снова провязываем прибавку. И вяжем до конца ряда 27 столбиков без накида. Провязали, вот что у нас уже получается. Следующее. Начиная с 33 по 38 ряд, это всего должно получиться 6 рядов, мы провязываем по 60 столбиков без накидов в каждом ряду. Провязали 6 рядов. Вяжем далее. Следующий у нас 39 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Теперь провязываем убавку. Провязали и точно так же еще 5 раз провязываем до конца ряда. 8 столбиков, убавка. Следующий 40 и 41 ряд провяжите по 54 столбика без накида в ряду. Получается всего 2 ряда. Последний столбик 41 ряда мы не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Теперь коричневую ниточку мы обрезаем, присоединяем беленькую. И следующие ряды мы будем чередовать белый и красный, так же как делали это на ручке. По 3 ряда красного, по 3 ряда белого. Так, присоединяем белую ниточку. Все, поменяли. Вяжем белым цветом 42 ряд. Сразу можно хвостики вот эти ввязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик и провязываем убавку. И дальше точно так же мы еще провязываем 7 столбиков, убавка 5 раз. В конце ряда у нас должно получиться 48 столбиков. Довязали. Следующий ряд 43. Нам нужно с вами провязать 48 столбиков без накида, но только за заднюю стеночку петель. Получается, вот эту переднюю мы не провязываем, оставляем для обвязки, а вяжем только за задние. Видите, у нас остается полосочка из передних полупетелек. Довязываем так 48 столбиков, и уже можно наполнять нижнюю часть плотненько, особенно уделяя внимание местам перехода от ног к туловищу. Вот здесь хорошо добавляем наполнитель спереди и здесь также сзади, вот в этих местах. Провязали мы 43 ряд. Далее с 44 по 48 получается всего 5 рядов. Провязываем по 48 столбиков в каждом ряду. Но не забывайте чередовать. Вот, например, мы уже провязали 2 ряда белых. Следующий ряд у нас еще идет белый. А после в конце следующего ряда не довязываем последнюю петельку. Меняем нить на красную, присоединяем 3 ряда красным и потом еще один ряд белым. Это будет 48. И возвращаемся, дальше будем вязать вместе. Провязали в общем 48 рядов, вяжем дальше 49. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой.
Далее провязываем убавку. Это мы провязали первый раз. Еще 5 раз провяжите 6 столбиков без накида, убавка. И в конце ряда у нас с вами в итоге должно получиться 42 столбика. 50 и 51 ряд, всего получается 2 ряда, провяжите по 42 столбика без накида в каждом ряду. И сразу же добавляйте наполнитель в места, где у нас был переход от цвета штанишек на кофточку. Вот эти бока формируйте сразу же. Потому что если когда мы уже свяжем вместе с ручками, то уже будет сложнее сформировать аккуратную форму. И не забывайте чередовать красные и белые цвета. 3 красного, 3 белого. 52 ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Точно так же еще 5 раз провязываем до конца ряда. В итоге у нас с вами должно получиться 36 столбиков. Следующий 53 и 54 ряд провяжите по 36 столбиков без накида в ряду. Получается всего 2 ряда. И когда уже довяжете в 54 ряду, не довязывайте до конца 2 столбика, оставьте их не провязанными. Довязали, вот так выглядит туловище. И теперь в следующем ряду мы будем вязывать ручки. Это у нас получается 55 ряд. Мы не довязали здесь 2 столбика специально. Теперь начало ряда у нас переносится вот на это место. То есть вот это был последний столбик ряда. Можно отметить, чтобы потом нам было легче вязать и не путаться. Так, вывязываем петли ручки. Смотрим, ручку располагаем так, чтобы пальчик смотрел вперед. Вот у меня пальчик, я его располагаю вперед. И захватывая петлю на ручке, вводим крючок. И тут же вводим крючок под столбик на туловище. Получается у меня на крючке сейчас петля ручки и петля туловища. Провязываем столбик без накида. Так, провязали первый столбик. Дальше в следующую петлю ручки вводим крючок. И захватываем также петлю на туловище. Захватываем нить, провязываем столбик без накида. Это мы провязали 2. Третья петля, также провязываем их вместе. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая и 8 петля ручки. Провязываем вместе с туловищем. Вот что у нас должно получиться. Потом в следующем ряду мы вот эти столбики, только что провязанные, которые внутренние, получается, мы их трогать не будем. Будем вязать уже по наружным оставшимся. В следующем ряду. Так, в этом ряду мы довязываем. Далее по туловищу 10 столбиков без накида у нас сейчас идет. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Снова берем ручку. Также смотрите, чтобы пальчик смотрел вперед. И также провязываем одновременно петли ручки и туловища. Также нам нужно провязать 8 столбиков. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Все, 2 ручки ввязали. Далее довяжите по спинке 10 столбиков без накида. Провязали, и вот что в итоге получилось. Следующий ряд 56, нам нужно с вами провязать 40 столбиков без накида, но захватываем наружные оставшиеся петли ручки. Внутренние, вот эти, которые мы провязали 8 столбиков, они так и остаются внутри, мы их уже провязывать не будем, вяжем только по наружным. Давайте я провяжу вам с вами первую ручку и туловище. Так, начинаем вязать. Сразу же захватываем первую петельку, которая у нас не провязанная на ручке. Их должно на руке быть 10. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот смотрите, у меня провязывается ручка, вот здесь внутренние петли остаются. Пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик на ручке. Далее сразу переходим к петлям туловища. Их мы здесь с вами провязывали 10. Первый, второй столбик и так далее. Довязывайте также по второй руке, только наружные петли оставшиеся, и по туловищу сзади также провязываете 10 столбиков. Потом посчитайте, их должно быть 40 в общем.
я довязала и теперь показываю вам, что должно в итоге получиться. Вот так выглядят ручки. Теперь я поменяла нить на красную, потому что у меня здесь спереди 3 ряда уже беленьких, поэтому следующий будет красный. На ручках, кстати, белого будет только 2, потому что один ряд у нас останется внутри. Ну, это в том случае, если вы также вяжете полосатым, как и я. Так, вяжем следующий ряд. Это у нас уже с вами будет 57-й. Для начала мы провязываем. В общем, у нас идет в этом ряду 2 убавки. Одна в центре одной ручки, а другая с другой стороны. Всего 2 убавки. Вяжем первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Получается, как раз посередине ручки убавка проходит. Далее провяжите 18 столбиков. Окажетесь где-то вот здесь. Так, провязали 18 столбиков. И теперь провязываем также убавку. Также посередине ручки она у нас располагается. Провязали и довязываем до конца ряда 15 столбиков без накида. Всего у нас получается в ряду 38 столбиков. Следующий ряд мы вяжем 58. Нам нужно с вами провязать 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И так же, как в прошлом ряду, мы провязываем убавку. Так, далее вяжем 16 столбиков без накида до следующей убавки. Провязали, снова вяжем убавку. И дальше довязываем до конца ряда 15 столбиков без накида. 59 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Так, мы провязали первый раз, еще 5 раз довязываем до конца ряда. В итоге у нас с вами должно получиться 30 столбиков. Довязали этот ряд, последние 2 петли я не довязываю, так как уже нужно сменить цвет на белый. И теперь красную ниточку я уже обрезаю. Она больше не пригодится. Можно также уже наполнить места под ручками, добавить наполнитель в сами ручки. Я наполняю прям плотненько. Сейчас покажу на примере этого клоуна. Вот у меня здесь везде хорошо добавлен наполнитель. Можете уже набить. Вяжем следующий 60 ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Первый раз провязали. Еще 5 раз также провяжите до конца ряда. 3 столбика убавка. И в итоге у нас должно с вами остаться 24 столбика в ряду. Следующий 61 ряд провяжите 24 столбика без накида. Последнюю петлю не довязываем, будем менять на цвет тела. Провязали 61 ряд. Теперь белую ниточку мы выводим наружу. Оставляем ее, не обрезаем. Будем еще делать обвязку воротничка. Присоединяем нити цвета туловища. И теперь вяжем за заднюю стеночку петель. Переднюю оставляем для обвязки.
только за задний провязываем 24 столбика без накида. Провязали, и остается у нас один 63 ряд. Нам нужно провязать 24 столбика без накида уже за обе стеночки петли. После того, как провяжете этот ряд, делаем соединительный столбик, ниточку вытягиваем и обрезаем. Довязали туловище. Теперь нам осталось с вами только сделать обвязку воротничка. Так, переворачиваем клоуна ножками от себя, шеей получается к нам, и захватываем первую оставленную полупетельку. Провязываем воздушную петлю, в эту же петельку провязываем столбик без накида. И далее в каждую петлю следующую мы провязываем прибавку. Получается, у нас воротничок состоит из двух рядов. Первый ряд мы провязываем прибавку в каждую петлю, а второй ряд мы провязываем просто столбики без накида. Я довязала первый ряд воротничка. Дальше мы делаем соединительный столбик в первую петлю, там, где была у нас воздушная. Провязываем воздушную петлю и дальше уже обвязываем по кругу второй ряд столбиками без накида. После провяжите соединительный столбик и ниточку закрепите, спрячьте. Все, набиваем туловище до конца, и основная часть клоуна готова. Отложим пока туловище в сторону и свяжем голову. Начинаем вязать голову основным цветом в кольцо амигуруми. Провязываем первый ряд 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Стягиваем и ставим маркер. Следующий второй ряд мы провязываем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, и шестая прибавка. Следующий третий ряд мы провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И так повторяем еще 5 раз. В конце ряда у нас с вами должно получиться 18 столбиков. Следующий четвертый ряд мы провязываем 1 столбик, второй и прибавку. 2 столбика без накида, прибавка, вяжем до конца ряда. В итоге у нас должно получиться 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий и провязываем прибавку. Также вяжем еще 5 раз. В итоге получается 30 столбиков без накида в ряду. Шестой ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Точно так же вяжем еще 5 раз. 4 столбика, прибавка. Получается у нас
36 столбиков в ряду. 7 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Еще 5 раз вяжем 5 столбиков прибавка. После у нас получается 42 столбика. 8 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем прибавку. Вяжем еще 5 раз 6 столбиков прибавка. И получается у нас в ряду 48 столбиков. 9 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Вяжем прибавку. Провязываем так 5 раз 7 столбиков прибавка, и в итоге у нас с вами получается 54 столбика в ряду. 10 ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7 и 8 столбик. Далее вяжем прибавку. Также 5 раз вяжем 8 столбиков прибавка. В итоге у нас получается с вами 60 столбиков без накида в ряду. Вяжем 11 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8 и 9 столбик. Следующую петлю провязываем прибавку. Также вяжем 5 раз и еще до конца ряда 9 столбиков прибавка. В итоге у нас с вами должно получиться 66 столбиков без накида. Провязали мы 11 рядов. Дальше с 12 по 22 ряд, это у нас получается всего 11 рядов, нам нужно провязать по 66 столбиков без накидов в каждом ряду. Провязали 11 рядов, и теперь можно установить безопасные глазки. В первом клоуне у меня идут 12 мм, эти чуть меньше, но я их потом поменяю. В общем, мне кажется, самый оптимальный вариант это как раз вот такие 12-миллиметровые глазки. Так, устанавливаем мы их, отсчитываем сверху 14 рядов и устанавливаем между 14 и 15 рядом. Расстояние между глазками у меня 12 столбиков без накида. Это размер, еще раз повторю, 12 миллиметров у глазок. И не обращайте внимания на то, что они так высоко подняты, потому что сейчас еще здесь добавятся ряды. А потом, после того, как мы сделаем волосы клоуну, сверху появится такой объем, и они будут смотреться уже хорошо. Теперь нам осталось провязать с вами ряды на убавление. Каждый раз будет меньше количество оставаться. Ну, давайте свяжем с вами дальше. 23 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8 и 9 столбик. Теперь провязываем убавку. Провязали первый раз, еще 5 раз вяжем 9 столбиков убавка. Получается у нас в итоге 60 столбиков. 24 ряд вяжем первый столбик,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик и провязываем убавку. Вяжем так еще 5 раз, 8 столбиков, убавка. И получается у нас в итоге 54 столбика. 25 ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Далее вяжем убавку. Также вяжем еще 5 раз до конца ряда. В итоге у нас должно с вами получиться 48 столбиков. 26 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем убавку. Также повторяем еще 5 раз, 6 столбиков убавка. И у нас должно получиться с вами после 42 столбика. 27 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Повторяем также еще 5 раз. Можете уже добавлять наполнитель в голову по мере закрытия остальных петель. Я же буду наполнять в самом конце после 29 ряда. 28 ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Вяжем также еще 5 раз. В итоге у нас должно с вами получиться 30 столбиков. Вяжем последний 29 ряд. Провязываем первый столбик, второй и третий. И убавка. В итоге у нас остается 24 столбика в ряду. Далее провязываем соединительный столбик и ниточку можно обрезать. Оставьте подлиннее для того, чтобы потом пришить голову к туловищу. Плотно наполняем голову. Все остальное оформление мы с вами будем делать в третьей части.